Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре складное цифровое пианино Carry On FP88T. Поехали! Ранее у нас на канале уже был обзор на такой инструмент, на предыдущий Carry On. Там у нас тоже было 88 клавиш, но отличительной чертой этой модели является наличие чувствительности клавиатуры. Здесь уже наши клавиши будут реагировать на силу нажатия и менять динамику в зависимости от силы нажатия. Здесь у нас также 88 клавиш, клавиатура синтезаторного типа, она полувзвешенная, достаточно шумная, как нам уже было продемонстрировано в прошлом ролике. Здесь достаточно громкие клавиши, напоминающие компьютерную клавиатуру. Но, тем не менее, звук за счет того, что добавляется динамика, становится уже, чуть более, наверное, естественным, если так можно сказать, для этого инструмента. Конечно же, надо сразу сказать, что этот инструмент, он все-таки не профессиональный, то есть в данной ситуации это может быть каким-то инструментом для обучения, для ребенка, либо как вариант дорожного инструмента. Конечно же, преимуществом инструментов Carry On является их портативность и компактность, поскольку этот инструмент складывается, и его можно носить с собой в сумке. Кстати, сумка идет в комплекте. Из основных функций здесь 128 различных тембров, есть 128 стилей автоаккомпанемента и определенное количество демо-композиций, которые можно воспроизводить, и можно, например, попробовать учиться вместе с этими композициями. Здесь у нас есть небольшая панель рабочая. Слава богу, здесь есть экран. Это уже сильно упрощает навигацию этого инструмента. Громкость достаточно небольшая. В данном случае у нас инструмент подключен к внешнему аудиоисточнику. Но, тем не менее, если, например, вам недостаточно будет звука этого инструмента, во-первых, здесь есть разъем под наушники, то есть можно будет увеличить громкость за счет именно использования наушников. Плюс вы не будете мешать окружающим, можете играть, когда захотите. Ну и также можно подключить этот инструмент, например, к какой-то внешней звуковой аудиосистеме, как сделали мы, использовать какую-то элементарную колонку и через нее воспроизводить звук этого инструмента. Послушаем, как же звучит тембр фортепиано на этом инструменте. На демонстрации слышно, что в зависимости от силы нажатия на клавишу меняется и динамика, не меняя при этом настройки динамиков на самом инструменте. То есть если мы нажимаем тише, звук, соответственно, тише, и наоборот, если мы нажимаем уже сильнее, то звук уже более громкий. Также динамика клавиш работает и на других тембрах, которые здесь есть. Давайте послушаем. Ну и помимо традиционной секции инструментов, таких как клавишные, струнные или, например, органы, здесь есть секция более синтовых инструментов. Давайте послушаем.
принципе, конечно же, этот инструмент, он больше, наверное, создан под какую-то электронную игру. То есть этот инструмент, он может даже использоваться как MIDI-клавиатура. И еще одной отличительной чертой от предыдущей модели является то, что здесь есть не только USB MIDI разъем для того, чтобы подключать к устройству инструмент, но есть Bluetooth MIDI, что позволит без каких-либо проводов подключить эту клавиатуру к вашему приложению, например, к GarageBand, на планшете или на компьютере, и использовать ее как MIDI-клавиатуру. В принципе, наверное, она может использоваться как и универсально классическая клавиатура, то есть для тех, кто только начинает заниматься. И интересным фактом является то, что в комплекте к этому инструменту идут наклейки, которые можно наклеить на каждую клавишу с названием нот, с тем, как она обозначается на нотном стане. То есть это может быть как полноценный обучающий инструмент для ребенка или взрослого человека, но и также используется как MIDI-клавиатура с вашим устройством или приложением. Ну и пару слов про функцию автоаккомпанемента. Как я уже сказала ранее, здесь 128 различных видов стилей. Сейчас продемонстрирую какой-нибудь из них. Поскольку это автоаккомпанемент, здесь возможна гармонизация баса. Она в данном случае не отключается, то есть она автоматическая, но она работает только в левой части клавиатуры. То есть, в принципе, если вы хотите играть только с аккомпанементом, используйте верхнюю часть. Если хотите добавить аккордов, можно использовать нижнюю часть. Послушаем. Поскольку это очень примитивный инструмент, здесь, конечно же, нет никаких вариантов обработки автоаккомпанемента. Здесь есть только включение и выключение. Вы можете использовать здесь автоаккомпанемент как непосредственно какое-то дополнительное сопровождение вашей композиции, либо можно попробовать использовать его как разнообразный метроном и заниматься с помощью вот этого ритмического аккомпанемента. По поводу работы этого инструмента. Он не работает от батареек, но у него есть заряжаемый аккумулятор. То есть вы можете, например, его зарядить через провод USB, который идет в комплекте, и тогда инструмент может работать до 8 часов без подсоединения к какому-либо питанию. Таким образом, если вы где-то находитесь в длительном путешествии, где нет возможности подключить инструмент к розетке, вы можете без проблем рассчитывать на него, что он приличное количество часов будет работать без подзарядки. Ну что, подводя итоги, хочется выделить несколько плюсов и минусов этого инструмента. Конечно же, безусловным преимуществом перед предыдущей моделью является наличие чувствительности клавиатуры. Это основной параметр, который важен в таких клавишах, и он перестает быть совсем примитивным, а уже имеет возможность использовать больше динамических красок. Во-вторых, конечно же, это наличие Bluetooth MIDI, что позволяет вам сопряжаться с вашим устройством независимо от наличия проводов, то есть без проблем дистанционно подсоединиться к любому вашему устройству. Конечно же, его компактность, его возможность складываться в несколько частей – это огромное преимущество, потому что он абсолютно не занимает много места. У него в комплекте идет специальная сумочка для этого инструмента. Еще в комплекте идет педаль сустейна, которая может использоваться с этим инструментом. Наклейки, про которые я уже говорила ранее, что тоже является большим преимуществом. Из минусов, пожалуй, наверное, здесь все-таки достаточно слабовато динамики, несмотря на то, что здесь они уже есть, и это большой плюс. Они довольно слабоваты, здесь их 2 штуки, но, повторюсь, в принципе, если вы захотите использовать больше звучания, можете использовать какую-то внешнюю аудиосистему,
систему или, например, играть вместе с наушниками. Но и цена все-таки у него чуть повыше, чем у предыдущей модели, где-то она колеблется в районе 20-25 тысяч рублей. Это небольшая разница, но, безусловно, хочу сказать сразу, что наличие чувствительности клавиатуры — это большой плюс для таких инструментов, поэтому если вы решите сами позаниматься или, например, предложить вашему ребенку поиграть на таком инструменте, то это хороший вариант, в принципе, потому что можно будет играть где угодно, хоть на природе, хоть где-то в дороге, и не составит абсолютно проблем использования этой клавиатуры. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Чуть-чуть. Вот, да, вот она вот так должна оказаться. Еще раз, да? Да. Нам нужно что-то с покадровой анимацией сделать. Прикинь, клавиатура такая.